Представьте ситуацию. Вы покупаете новую видеокарту, возможно, за $2000 или даже дороже. Устанавливаете самую красивую игру года, выбираете разрешение 4К и максимальные настройки графики и получаете 25 или 30 кадров в секунду. Но затем включаете DLSS, генерацию кадров, и счетчик внезапно показывает уже 100 FPS. Выглядит впечатляюще, только возникает неудобный вопрос: откуда появились остальные 70 кадров? Их действительно отрисовала видеокарта или нейросеть убедила нас, что они существуют? Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на Xenon Lab. И сегодня попробуем спокойно, без рекламных лозунгов, разобраться, что же на самом деле происходит с современной игровой графикой. Почему DLSS, FSR, XS постепенно превращаются из дополнительных функций практически в обязательные условия для новых игр. Что от этого получает обычный пользователь? Как это повлияет на компьютеры и игровые приставки? И не дошли ли мы до момента, когда производители продают нам уже не более мощное железо, а все более умные способы скрыть его ограничения? А главное, что будет дальше, когда технология уровня DLSS 5 начнут не просто увеличивать разрешение и создавать дополнительные кадры, а фактически самостоятельно формировать освещение, материалы и часть изображения? Давайте разбираться. Начнем с основ, но без занудства. DLSS от NVIDIA, FSR от AMD, XS от Intel. Это технологии апскейлинга. Идея до гениальности проста. Вместо того, чтобы рендерить игру в честном 4К и загонять видеокарту до предсмертных рипов, мы рендерим картинку в меньшем разрешении, скажем, в 1080p или 1440p, а дальше специальный алгоритм растягивает ее до 4К, дорисовывая недостающие детали. Разница между технологиями в том, как они дорисовывают. DLSS использует нейросеть, обученную на огромном количестве игровых кадров, и специальные тензорные ядра в видеокартах RTX. Нейросеть буквально предсказывает, как должна выглядеть картинка в высоком разрешении. FSR от AMD долгое время шла другим путем. Чистая математика, без нейросетей. Зато работала почти на любом железе, включая карты конкурентов. Правда, начиная с 4-й версии, AMD тоже перешла на машинное обучение. XS от Intel — гибрид. Есть версия их собственных ускорителей, универсальная для всех остальных. А потом появилась генерация кадров. И вот тут началось самое интересное. Технология не просто растягивает картинку. Она создает целые кадры, которых видеокарта вообще не рендерила. Между двумя настоящими кадрами нейросеть вставляет 1, 2, а то и 3 придуманных. Ваши 250 FPS на свежем шутере. Из них честных может быть штук 10. Теперь главный вопрос. Зачем все это нужно? Официальная версия красивая. Трассировка лучей, мощь чудовищно тяжелая. Path Tracing в Cyberpunk 2077 в честном 4К не тянет ни одна видеокарта на планете. Апскейлинг — мост между картинкой мечты и реальным железом. И знаете что? Это и правда работает. Давайте честно, как пользователь мы получаем вполне реальные плюсы. Первое. Производительность. Владелец видеокарты включает DLSS в режиме качества и получает плюс 40-70% FPS почти бесплатно. Для бюджетных сборок это буквально вторая жизнь. Второе. Современные версии апскейлеров в высоких режимах иногда выдают картинку лучше нативной. Сглаживание работает отличнее, чем классические методы. Звучит как парадокс, но это так. Третье. Энергопотребление. Нагрев ниже, что особенно критично для ноутбуков и портативных консолей. Но есть и обратная сторона, и вот она уже не такая радужная. Игровая индустрия быстро смекнула, зачем оптимизировать игру, если можно написать в системных требованиях с включенным DLSS. Посмотрите на релизы последних лет. В большинстве проектов, которые без апскейлинга просто не работают нормально даже на топовом железе. Технология, которая задумывалась как бонус, превратилась в обязательный костыль. Разработчики закладывают апскейлинг в минимальных требованиях, и это уже не помощь, это зависимость. Плюс артефакты, шлейфы за объектами, мерцание мелких деталей, мыло в динамике, а генерация кадров добавляет задержку ввода. И в киберспортивных дисциплинах ей до сих пор не место. Теперь самый неудобный вопрос.
Тот самый, за который маркетологи NVIDIA меня не поблагодарят. Не продают ли нам, по сути, то же железо, что и раньше, только с новым софтом? В NVIDIA RTX 50 используется архитектура Blackwell, новые тензорные и RT ядра. AMD RDNA 4 получила ускоренную трассировку лучей и значительно более производительные блоки машинного обучения. Intel также модернизировала вычислительные и трассировочные блоки в архитектуре Xe2. То есть физически это не старые видеокарты в новой коробке. Смотрите сами, когда выходит новое поколение видеокарт, на презентации нам показывают графики в 2 раза быстрее предыдущего поколения, а потом мелким шрифтом с включенной генерацией кадров, которой на старых картах нет. Убираем апскейлинг, сравниваем чистую растеризацию, и внезапно прирост между поколениями оказывается процентов 15-25, а иногда и меньше. При этом цены растут исправно каждое поколение. Получается интересная схема. Физический прирост производительности замедлился. Закон Мура упирается в физику. Техпроцессы дорожают. И индустрия нашла выход продавать не транзисторы, а программные функции. Новая версия DLSS – эксклюзив нового поколения. Хотите нейросетевые кадры, покупайте новую карту. При том, что техническая часть этих функций старое железо потянуть бы могло. Это не теория заговора, это бизнес-модель. NVIDIA давно зарабатывает как софтверная компания, просто софт у нее привязан к железу. Справедливости ради, AMD с FSR долго держала марку открытости, и даже владельцы GTX 10 серии получали апскейлинг, но там с переходом на нейросетевые версии эксклюзивность начинает побеждать. Вывод для нас с вами простой. Смотрите тесты без апскейлинга. Именно они показывают, за что вы платите. На консолях нейросетевой рендеринг еще важнее, чем на компьютерах. Консоль должна сохранять актуальность много лет, работать в ограниченном энергопотреблении, при этом выдавать изображение на современных 4К телевизорах. PlayStation и Xbox текущего поколения почти никогда не рендерят в честном 4К. Динамическое разрешение и апскейлинг там стандарт с первого дня. Sony пошла дальше и сделала PSSR собственный нейросетевой апскейлер для PS5 Pro. Поэтому производителям выгодно устанавливать специальные блоки машинного обучения, чем пытаться разместить внутри приставки огромный дорогой графический процессор. Портативки вообще отдельная история. Steam Deck, ROG Ally, Switch 2 с поддержкой DLSS. Для них апскейлинг не опция, а вопрос выживания. Маленький чип, ограниченная батарея, без нейросетевой дорисовки современные игры там физически невозможны. И вот что важно, следующее поколение консолей проектируется уже вокруг этих технологий. Железо в них будет скромнее, чем нарисует маркетинг, а красивую картинку вытянут нейросети. Для обычного игрока это, кстати, скорее хорошо. Консоль остается доступной, а картинка растет. Но тренд тот же. Настоящие кадры становятся роскошью. И вот тут давайте соединим точки, потому что вырисовывается интересная картина. Шаг первый. Нас приучили, что кадры можно дорисовывать. Шаг второй. Игры перестали работать без этого. Шаг третий. А зачем вам вообще видеокарта? GeForce Now уже показал модель будущего. Железо стоит в дата-центре, вы платите подписку, картинка летит по интернету. NVIDIA продает одну серверную карту с сотням подписчиков по очереди. Экономика для корпорации сказочная. Станет ли это единственным вариантом? Думаю, в обозримом будущем нет. И вот почему. Физику не обманешь. Задержка сигнала до дата-центра и обратно никуда не денется. И для шутеров и файтингов это критично. Плюс интернет за пределами мегаполисов, плюс желание владеть своими играми, а не арендовать доступ. Но давление в эту сторону будет расти. Видеокарты дорожают, и индустрия выгребает чипы с заводов. И для казуального игрока подписка за условную 1000 рублей в месяц выглядит все привлекательнее покупки карты за 100 тысяч. Скорее всего, нас ждет гибридный мир, энтузиасты с железом и массовый игрок в облаке, как случилось с музыкой и кино. Тренд номер 1. Нейрорендеринг. NVIDIA уже открыто говорит, нейрорендеринг – следующий этап, когда нейросети не дорисовывают картинку,
а участвует в ее создании с нуля. Нейросетевое сжатие текстур, нейросетевые материалы, нейросетевые лица. DLSS 5-го поколения и дальше – это уже не апскейлер, это уже соавтор рендеринга. Тренд номер 2. Соотношение придуманного к настоящему будет расти. Сейчас на один честный кадр 3 сгенерированных. Дальше будет 5, 7, 10. Идеал, к которому идет индустрия. Видеокарта считает лишь скелет сцены, а все остальное галлюцинирует нейросеть в реальном времени. Тренд номер 3. Апскейлинг станет невидимым. Он просто будет всегда включен по умолчанию на уровне драйвера и движка. Само понятие «нативное разрешение» лет через 5 станет архаизмом, как сегодня аппаратный звук. Тренд номер 4. Честный разрыв между маркетинговыми и реальными FPS продолжит расти. И тем важнее будут независимые тесты и каналы, которые копают глубже красивых графиков. На самом деле и то, и другое. DLSS, FSR и XS являются выдающимися инженерными технологиями. Они позволяют получать такую графику, которую невозможно было бы посчитать в реальном времени, только грубой силой. Но любая технология превращается в костыль, когда разработчики начинают использовать ее не для расширения возможностей, а для маскировки плохой оптимизации. Проблема не в том, что часть изображения создает нейросеть. Мы давно смотрим фильмы с компьютерной графикой, слушаем цифровой звук и фотографируем на смартфон, где половину результата формируют вычислительные алгоритмы. Настоящий вопрос заключается в другом. Получаем ли мы качественный результат и честно ли нам объясняют, за что мы именно платим? Если новая видеокарта действительно быстрее, энергоэффективнее и позволяет создавать более сложные миры, нейросетевой рендеринг становится преимуществом. Но если игра без масштабирования едва работает, а 4-кратный прирост существует только благодаря искусственным кадрам, тогда маркетинг начинает подменивать реальную производительность красивой цифрой. Поэтому нативный рендеринг скорее не исчезнет полностью, но может перестать быть основным способом игры и превратиться в контрольную точку. Эталон, по которому мы проверяем качество реконструкции. А для обычного пользователя главным показателем станет уже не количество настоящих пикселей. Главным станет то, насколько убедительно видеокарта умеет создавать пиксели, которых никогда не существовало. И здесь остается главный вопрос. Если игра выглядит лучше, работает плавнее, а 9 из 10 кадров или пикселей создала нейросеть, имеет ли значение, были ли они настоящими? Или значение имеет только то, чтобы производители не выдавали дорисованную производительность за реальную? А теперь вопрос к вам. Апскейлинг для вас – благо или начало конца настоящего гейминга? И готовы ли вы когда-нибудь полностью перейти в облако? Жду в комментариях. Там всегда самое интересное. С вами был Xenon Lab. Подписка, лайк и колокольчик. До встречи в следующем ролике.